Всем привет! Сейчас 4 часа утра, и я надеюсь, это отлично видно по моему лицу. Это рубрика «Просто поезда». Просто поезда. Занимательные, но бесполезные факты про поезда. А я Игорь Абросимов, вы на канале Блог Фотографа. И сегодня мы на железной дороге Калуга-Тула. Это малодеятельная железнодорожная линия, соединяющая два областных центра – Тулу и Калугу, находящиеся примерно на расстоянии 200 километров от Москвы. Раньше здесь было шаром покати. Ходил в лучшем случае какой-нибудь сборный поезд, сезонный пассажирский и пригородные поезда. Но в 2021 году в Москве закрылся на ремонт Курский вокзал. И некоторые поезда, идущие на юг, к Черному морю, стали ходить здесь. Довольно интересно, что некоторые из этих поездов ходят с грузовыми локомотивами 2М62У, которые, конечно, соответствующим образом переоборудованы. Но все же это довольно редкое и интересное явление. Поэтому, как только на линию вернулось движение, сюда начали ездить фотографы. Я нахожусь около платформы Колюпанова на перегоне Суходол-Алексин. И вот это вид в сторону Тулы. Первый поезд — это 110-й, с сообщением Анапа-Москва-Киевская. Он сегодня едет с тепловозом 2М62У 0129. Смотрим. А я напоминаю, что если вы не хотите ждать, пока проедут все вагоны, можете перейти к следующему эпизоду с помощью тайм-кодов. Они находятся в описании и выглядят вот так. ДВМ-62 0129 имеет довольно интересную историю. Тепловоз приписан к депо Новомосковск, и он был последним зеленым тепловозом ДВМ-62У, использовавшимся в пассажирской работе. Но даже и не это главное. Дело в том, что через Тулу ходил международный поезд Барановича-Караганда белорусского формирования, соответственно, синие вагоны. Поэтому из Москвы и ближайших других городов в Тулу постоянно приезжали фотографы, чтобы запечатлеть синие вагоны с зеленым тепловозом. К сожалению, в 2020 году начался коронавирус, и поезд отменили, а тепловоз стал под забор, а позже его и вовсе перекрасили в красно-серые цвета. И теперь кому он вообще нужен? Никто больше не поедет специально, чтобы сфотографировать эту кастрюлю, которая ничем не отличается от остальных машек. Спускается туман, а мы встречаем поезд номер 84 с сообщением Адлер Москва-Киевская. Встречаем пригородный поезд с сообщением Алексин-Урванка, который едет через Тулу. Он представлен дизель-поездом РА-2-105. Смотрим. РА-2-105. Дизель-поезд, построенный на заводе «Метровагонмаш» в городе Мытищи. Год выпуска 2013. А всего таких поездов было построено 115 штук. Выпускались они с 2005 по 2015 год. Встретить их можно во многих регионах России, где используется тепловозная тяга.
железнодорожная ветка Тула-Сухиничи. Она соединяет два направления, ведущих в Украину – Москва-Киев и Москва-Харьков. Раньше она жила за счет транзитных грузовых, которые шли через Брянск в Украину. Но с началом боевых действий эти грузовые перестали ходить. Соответственно, и ветка постепенно превращается в тыкву. Тем не менее, поезда здесь все еще можно сфотографировать. И мы попробуем поймать здесь хотя бы что-нибудь. Кроме редких грузовых, здесь также ходит пригородный поезд, одна пара в сутки. А до коронавируса ходили пассажирские поезда Калининград-Челябинск и Барановича-Караганда одной и той же ниткой. Как раз с этими поездами и ходила зеленая 2М62-129, о которой я вам рассказывал раньше. А в сегодняшнем выпуске я снова приглашаю гостей. И перед вами Георгий, который тоже любит фотографировать поезда. Георгий, расскажи нам, пожалуйста, как тебе это местечко? Самое обычное местечко, ничем не примечательное. Ни сети, ни хрена, ни выемок. Зачем сюда приехали? Какой ты хочешь снять локомотив? Мы сейчас ждем 3Т10. В принципе, это достаточно интересная здесь история, потому что, не знаю, снимать КМ это такое себе. Вот. Хоть что-то сегодня снимем. А так все отлично. А это Михаил, автор YouTube-канала Семафор Фильм. На его канале есть крутые видосы с поездами из России, из Европы и из других стран. Подписывайтесь, ссылка в описании. А ты, Михаил, расскажи нам, что у тебя изображено на футболке? Р2Т Приднепровской железной дороги. Я так думаю, Западно-Сибирская дорога. Дальше Литовская железная дорога, вот, Эстонская. А вот это вот вопрос для зрителей. Напишите в комментариях, где ходила такая электричка Р9Е 607. Расскажи зрителям, что привело тебя на этот забытый богом перегон. Честно, я вчера купил хачапури у вокзала в Заокском. Шел спокойненько домой, и тут подъезжает какая-то машина, останавливается. Выходят эти двое, затаскивают меня внутрь, привозят сюда, где нет ни связи, ничего. Теперь мы ждем пришествия чуда 3Т10М. Правильно? Тебя это не должно волновать. А пока мы в этом лесу вместе со слепнями ждем наш грузовой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А также подпишитесь на канал Мишани. Да, в первую очередь. И на мой несуществующий канал. Обязательно подпишитесь. Вот и он, наш 3Т10М. Смотрим и наслаждаемся его свежими красками. Хоть и корпоративный, но в целом выглядит довольно приятно. Вот и фотка. Ну что, как получилось? В принципе, неплохо получилось. Супер классика. Просто ле классик. Покажи. Прямая. 3Т10. Грузовой. Как в старом добром 2008, только тепловоз не зеленый, да? Совсем не зеленый. Но он хотя бы чистый, приятный, да? Какова красота. Ради этого стоило приехать. Да, прикольная фотка.
Ну что, Гашан, как впечатление? Отлично, мы успели снять этот ПДС. Мы гнали на максимуме. Как тебе фотка? Полный отстой. Почему фотка полный отстой? Потому что крутой тепловоз с пассажирским поездом не по солнцу. А вы приходите на один из моих следующих стримов, на котором я обработаю эту фотку в прямом эфире и докажу и вам, и ему, что она даже пройдет на Rail Gallery. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий стримчанский. Приходите, я вас жду, господа. А мы сейчас в Алексине, и мы пытаемся найти место, где поставить машину, чтобы поесть в торговом центре пиццу. И пока что здесь все уже и без нас заставлено машинами. В лучших традициях российских городов, конечно же. О, а вот и парковочное место на халяву. Спустя 10 минут поисков. А в этом уютном дворе города Ефремов я с вами на сегодня прощаюсь. Какой нахрен Ефремов? А в этом уютном дворе города Алексин я с вами прощаюсь. Это была рубрика «Просто поезда» на канале Блог ЖД Фотографа. Просто поезда. Бесполезные, но очень занимательные факты о поездах. С вами был Игорь Абросимов. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте в комментариях вопросы об этих поездах, которые я вам показал. И посмотрите вот эти прекрасные видосы. Спасибо за просмотр. Давай домой уже поехали. Пока.